Меня зовут Дмитрий Пехарт. Я создам любую NURBS поверхность. В предыдущей серии. Отличие инструментов выравнивания Align от Align 2008. Виды смещений в инструментах Align и Align 2008. В инструменте выравнивания Align алгоритм Blending Options содержит два поля для настройки блендинга: Extra CV Rows и Blend Factor. Смещаю CV поверхности свойством KVH Scale. Включаю в Partial Align свойство T-John. Изменяю Partial Start. Изменяю Partial End. В свойстве Vector выбираю View. Смещаю видовой куб и заново перевыбираю View. Настройка Skew или наклон. При ее включении ребро поворачивается на угол, заданный Skew. При этом ребро остается в касательной плоскости. Изменяю его значение. Кажется, что манипулятор двигается и вверх, и вниз, и в стороны, хотя на самом деле смещение идет только в одной плоскости. Пехарт теория. Отличие инструментов выравнивания Align от Align 2008. Изменение формы в инструментах Align и Align 2008. Изменение формы через синие стрелки натяжения. Рассмотрю варианты изменения формы поверхностей при сглаживании через изменение параметров тангенты KVH Scale. Воспользуюсь алгоритмом Tangent Scale и KVH Scale в инструментах Align и Align 2008. Выбираю инструмент Align и изменяю положение первой средней синей стрелки. Наблюдаю, что в окне свойств инструмента Align одновременно изменяется значение Starting Tangent Scale и Ending Tangent Scale. Изменяю положение второй средней синей стрелки. Наблюдаю, что в окне свойств инструмента Align одновременно изменяется значение Starting KVH Scale и Ending KVH Scale. Включаю Auto Scale G2 и у оставшегося одного ряда синих стрелок изменяю положение центральной стрелки. Наблюдаю, что в окне свойств инструмента Align одновременно изменяется только значение Starting Tangent Scale и Ending Tangent Scale. Выбираю инструмент Align 2008 и изменяю значение Tangent Scale. И KVH Scale. Включаю параметр Show Manipulate и задаю в Manipulate 1. Выбираю у появившегося вектора манипулятора квадрат и двигаю его. Наблюдаю, что в окне свойств инструмента Align 2008 изменяется значение Tangent Scale. Задаю в окне инструмента значение Tangent Scale 1. Выбираю у вектора манипулятора круг и двигаю его. Наблюдаю, что в окне свойств инструмента Align 2008 изменяется значение KVH Scale. Задаю в окне инструмента значение KVH Scale 0. Выбираю инструмент Align и отключаю Auto Scale G2. Выбираю верхнюю боковую синюю стрелку и изменяю ее положение. Наблюдаю, что в окне свойств инструмента Align изменяется значение Starting Tangent Scale. Выбираю с другой стороны поверхности верхнюю боковую синюю стрелку и изменяю ее положение. Наблюдаю, что в окне свойств инструмента Align изменяется значение Ending Tangent Scale. Выбираю нижнюю боковую синюю стрелку и изменяю ее положение. Наблюдаю, что в окне свойств инструмента Align изменяется значение Starting KVH Scale. Задаю его прежнее значение. Выбираю с другой стороны поверхности нижнюю боковую синюю стрелку и изменяю ее положение. Наблюдаю, что в окне свойств инструмента Align изменяется значение Ending KVH Scale. Выбираю инструмент Align 2008 и задаю в параметре Manipulate число 2. Выбираю на одном из векторов квадрат и сдвигаю его. Наблюдаю, что в окне свойств инструмента Align 2008 в алгоритме First Manipulate изменяется значение Tangent Scale. Задаю его прежнее значение. Выбираю на другом векторе квадрат и сдвигаю его. Наблюдаю, что в окне свойств инструмента Align 2008 в алгоритме Last Manipulate изменяется значение Tangent Scale. Выбираю на прошлом векторе окружность и сдвигаю ее. Наблюдаю, что в окне свойств инструмента Align 2008 в алгоритме First Manipulate изменяется значение KVH Scale. Выбираю на другом векторе окружность и сдвигаю ее. Наблюдаю, что в окне свойств инструмента Align 2008 в алгоритме Last Manipulate изменяется значение KVH Scale. Наблюдаю варианты изменения формы поверхностей при сглаживании через изменение параметров тангенты KVH Scale.
Хороший знак, что вы зашли на мой канал. Часто люди ищут и не могут найти надежного специалиста, который поможет в создании современных NURBS моделей. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые серии. И вы узнаете много нового о 3D моделировании. Будет интересно! Изменение формы через Modify Align 2008. Рассмотрю варианты изменения формы поверхностей при сглаживании. Воспользуюсь инструментом Align и алгоритмом Modify в инструменте Align 2008. Выбираю инструмент Align. Выбираю первую поверхность, которая должна сглаживаться. Выбираю вторую поверхность, к которой будет сглаживаться первая поверхность. Наблюдаю, что в инструменте Align один вариант соединения поверхностей, то есть соединяется первая выбранная поверхность ко второй выбранной поверхности. Выравниваю поверхность инструментом Align 2008. Выбираю инструмент Align 2008. Выбираю грань поверхности, которая должна сглаживаться. Выбираю грань второй поверхности, к которой будет сглаживаться первая поверхность. Отменяю сглаженность, нажав на команду Revert. Переключаю в алгоритме Modify с First на Second и опять сглаживаю. Наблюдаю, что вторая выбранная поверхность сгладилась к первой поверхности. Отменяю сглаженность, нажав на команду Revert. Переключаю в алгоритме Modify с Second на Both и опять сглаживаю. Видно, что обе поверхности сгладились друг к другу. Наблюдаю, что в инструменте Align 2008 есть возможность сглаживания первой выбранной поверхности ко второй, второй выбранной поверхности к первой и сглаживания обеих поверхностей друг с другом. Чтобы разобраться в NURBS сплайнах и поверхностях, нужно много времени. Бывает и 10 лет. Хорошо, что вы смотрите мой канал. Значит, вы хотите побыстрее разобраться. И я вам в этом помогаю. Изменение формы через Alignment Type и Lock CV Row. Рассмотрю варианты изменения формы поверхностей при сглаживании при помощи алгоритма Alignment Type и Lock CV Row в инструменте Align и Align 2008. Воспользуюсь инструментом Align и алгоритмом Alignment Type в инструменте Align 2008, Lock CV Row и Distance. Выбираю инструмент Align. Выбираю первую поверхность, которая должна сглаживаться. Выбираю вторую поверхность, к которой будет сглаживаться первая поверхность. Наблюдаю, что в инструменте Align нет алгоритма с названием Alignment Type. Выравниваю другую поверхность инструментом Align 2008. Выбираю инструмент Align 2008. Выбираю грань поверхности, которая должна сглаживаться. Выбираю грань второй поверхности, к которой будет сглаживаться первая поверхность. Изменю местоположение CV поверхности, чтобы сглаженные поверхности в инструментах Align и Align 2008 были похожи. Изменю в алгоритме Blending значение Tangent Scale до 0,65. Значение KVH Scale до -0,7. Наблюдаю, что при параметре Default у сглаживаемой поверхности первый ряд CV почти повторяет форму грани поверхности, к которой сглаживалась. И сглаженная поверхность похожа на поверхность, которую сглаживал инструментом Align. Проверю размеры между CV поверхностей. Переключаю в алгоритме Alignment Type на параметр Collinear. Наблюдаю изменение местоположения первого ряда CV, участвующих при сглаживании. Халы этих CV располагаются коллинеарно к сглаживаемой поверхности. Похожего параметра в инструменте Align нет. Переключаю в алгоритме Alignment Type на параметр Align by Project. Снова наблюдаю изменение местоположения первого ряда CV, участвующих при сглаживании. Халы этих CV располагаются под углом к проекции сглаживаемой поверхности, сохраняя при этом сглаженность G2. Изменяю параметр Start и End Skew, отвечающие за угол к проекции грани. Рассмотрю похожий параметр в инструменте Align. Выбираю инструмент Align и задаю в алгоритме Outer Edge параметр Skew. Изменю значение Skew одной стороны и возвращаю обратно. Выбираю инструмент Align 2008 и задаю в алгоритме Alignment Type на параметр Directional. Наблюдаю, что появилось свойство Vector Options. Рассмотрю похожий параметр в инструменте Align.
Выбираю инструмент Align и включаю алгоритм Vector. Наблюдаю, что в Align также появилось свойство Vector Options. Отключаю алгоритм Vector и задаю в алгоритме Outer Edge параметр Edge Align. Частой задачей является выравнивание края поверхности по скетчу, расположенному удаленно, на плоскости симметрии. В этом случае применение типа выравнивания Directional в Align 2008 позволяет выравнивать грань поверхности. Я создал поверхность и изменил ее в двух плоскостях. Воспользуюсь инструментом Align 2008 и включу Alignment Type Directional. Выравниваю грань по скетчу, расположенному удаленно в плоскости. Выбираю инструмент Align 2008 и задаю в алгоритме Alignment Type на параметр Perpendicular to Edge. Наблюдаю изменение местоположения CV, участвующих при сглаживании. Халы этих CV располагаются перпендикулярно к грани сглаживаемой поверхности. Похожий параметр есть в Align. Это Element Pipe Project по вектору Normal. На примере этих поверхностей я покажу это. Включаю Align и в алгоритме Continuity выбираю G0. Выбираю Alignment Tab и Project и направление вектора Y. В разделе Explicit Control увеличиваю степень первой поверхности по вертикали. Наблюдаю появление зеленого локатора значка P. Грани первой поверхности выравниваются по направлению оси Y. Если изменить направление вектора на перпендикуляр, картина выравнивания изменится. Соединение G0 осталось, а грани первой поверхности изменились и приняли такую форму, что на стыке поверхностей грань лежит перпендикулярно от хала изокривых. Сменю настройку Alignment Type на Edge. Наблюдаю, что первая поверхность выравнивается к верхнему ребру второй поверхности. Наблюдаю удлинение изокривых первой поверхности до второй поверхности по направлению оси Y. Сменю настройку Alignment Type на Project по нормали. Наблюдаю соединение изокривых в проекции по нормали. Если к концу изокривой на поверхности, которую сглаживаем, провести перпендикуляр до другой поверхности, то это будет ближайшая точка, по которой можно соединить эти поверхности. Включаю инструмент выравнивания Align 2008. Включаю алгоритм Alignment Type, Align by Project. Добавляю спаны для лучшего визуального объяснения. Наблюдаю, что к выравниванию ребру является самым коротким путем. Использование проекции по нормали в Align 2008 всегда удобно, если поверхности не лежат параллельно относительно основных осей координат, и они не планарные и находятся под углом друг к другу. Для выравнивания ни к ребру в Align 2008 есть манипулятор Surface to Join параметры. Изменяем значение манипулятора и наблюдаем выравнивание к поверхности по проекции. Задаю в алгоритме Alignment Type параметр Default. Рассмотрю отличия свойств Lock Position и Tangent CV Row в инструментах Align и Align 2008. Выбираю инструмент Align и включаю Proxy Display. Это параметр, который показывает местоположение поверхности до сглаживания. Отменяю сглаживание, создаю его заново и включаю Lock Position CV Row. Наблюдаю, что после сглаживания первый ряд CV у сглаживаемой поверхности зафиксирован на том же месте. Отключаю Lock Position CV Row и Proxy Display. Выбираю инструмент Align 2008, включаю Lock Position CV Row и отменяю сглаживание и создаю его заново. Отключаю Lock Position CV Row и включаю Lock Tangent CV Row. Отменяю сглаживание и создаю его заново.
Наблюдаю, что после сглаживания при включенном Lock Tangent CV Row, второй ряд CV у сглаживаемой поверхности зафиксирован на том же месте. Lock Position CV Row есть у всех инструментов и работает одинаково, а Lock Tangent CV Row есть только у инструмента Align 2008. Отключаю Lock Tangent CV Row. Наблюдаю варианты изменения формы поверхностей при сглаживании при помощи алгоритма Alignment Type и Lock CV Row в инструменте Align и Align 2008. В следующей серии. Сглаживание сплайна к сплайну. Методы создания сглаженных сплайнов. В программе Ilias Surface сплайн отображается так. Выбираю инструмент Arc Tangent to Curve. Ставлю первую точку дуги в крайнюю точку сплайна. Ставлю вторую точку рядом со сплайном. Задаю сплайну в окне инструмента Blend Curve третью степень. Включу график кривизны всем кривым. Увеличу отображение графика кривизны. Зажимаю левую клавишу мыши и смещаю курсор вправо. Выбираю инструмент Detach. Разделяю сплайн по точке перпендикулярной линии. Изменяю длину сплайна. Поворачиваю сплайн. Выбираю инструмент Transform. Выбираю вращение вдоль оси Z. Вращаю сплайн до соединения графиков кривизны. Выбираю инструмент Extend и изменяю длину нижнего сплайна. Я создал этот канал, чтобы создавать сложные 3D-модели для компаний и предпринимателей и инженеров или обучающихся людей. Испытывайте трудности в 3D-моделировании проекта. Обращайтесь по указанным контактам, и я постараюсь вам помочь.